Дорогие друзья, всем привет! Мы знаем, что многие из вас переживают за наших ребят из Dota 2 состава и интересуются, какие же изменения нас ждут. И именно поэтому мы решили запустить проект Na'Vi Inside. Вначале мы хотели бы рассказать вам о целях этого проекта. Как понятно из названия, мы будем рассказывать вам о событиях нашего клуба, так сказать, взглядом изнутри. Одна из целей программы Na'Vi Inside — это желание быть ближе к нашим фанам, стремление создать некий канал общения между вами и организацией. Очень часто вы видите лишь малую часть происходящего, и проект Na'Vi Inside задуман именно для того, чтобы вы увидели больше. Формат проекта экспериментальный, и от выпуска к выпуску он может меняться. Мы надеемся, что видео вам понравится, и после его просмотра вы увидите картину целиком. В пилотном выпуске Na'Vi Inside мы пообщались с менеджментом организации и узнали ответы на следующие вопросы. В чем причина провальных выступлений? Кто останется и кто покинет коллектив? Кто тренировал состав? Будет ли юниорский состав в Na'Vi по Dota 2? А также какие у организации ближайшие планы? Уважаемые друзья, всем привет! Рядом со мной находятся Евгений Золотарев, директор по спортивной части Na'Vi, и Игорь Сидоренко, менеджер команды по Dota 2. Ребят, приветствую вас. Как мы и договаривались, я буду задавать вам вопросы от наших читателей, которые мы собирали на официальном сайте Na'Vi. Но прежде я задам несколько своих вопросов. Дело в том, что я не увидел эти вопросы в списке от читателей. Один из них. Наверное, вопрос Игорю будет. Почему было принято решение сохранить состав, невзирая на откровенно неудачное выступление на Интернешнале? Ну, прежде всего, существовала договоренность о том, что еще перед поездкой в Америку, что независимо от результатов на Интернешнале, команда сохранит свой состав. Кроме этого, несмотря на неудачное выступление на Интернешнале, команда все-таки, если посмотреть с начала года, неизменно прогрессировала. И мы там с 35-го места, все-таки 39-го места поднялись в рейтинге. Мы были единственной командой, которая была приглашена на Инт, и которая принимала участие на Инте от СНГ. И в принципе, проблемы игрового плана не существовало. Ребята отлично играют и не хуже, скажем, своих соперников. Но основная проблема, почему это случилось и почему, в принципе, нас застала эта неудача на Интернешнале, это проблемы коммуникационные, проблемы психологические. Не смогли где-то ребята, где-то, может быть, мы не смогли до конца помочь им раскрыться в общении друг с другом, убрать какие-то моменты, там, обиды мелкие и так далее. То есть в итоге это все переросло в такой ком, который уже невозможно было, нашу вазу невозможно было склеить, скажем так. Вот так. То есть, в принципе, какие-то конфликты были внутри? Как таковых конфликтов не было. Было какое-то неудовлетворение, там, у кого-то какая-то там проблемы с игрой были, да, там кому-то не нравился стиль, еще что-то, там, подход. То есть это были больше не конфликты, это обычные рабочие моменты. Но проблема в том, что эти рабочие моменты не обсуждались между ребятами на должном уровне. И, следовательно, они позволяли им накапливаться внутри, в головах ребят. И это вот привело к такому в итоге взрыву. Окей, следующий вопрос. Хотел бы добавить, в общем-то, есть специфика психотипов, мы работаем с разными составами. Например, КСеры, они могут друг друга послать, но это лучше, чем вот это скрытое недовольство, скрытая агрессия, скрытый конфликт. То есть они не договаривают друг другу, не высказывают свои претензии. Мы много раз на этом акцентировали внимание, просили их все-таки быть более открытыми, да, что лучше сказать что-то неприятное. Но, тем не менее, опять же, специфика Dota 2 сцены в принципе и психотипов дотеров, она такова, что они они очень интровертивные, и они не любят делиться своими проблемами, недовольствами, а потом оно накапливается и вырастает уже в такие проблемы, которые максимально сложно решать. Окей, но если говорить о нынешнем составе, какая участь его ждет? Можешь ли ты прокомментировать, какие изменения ожидают и вообще будут ли эти изменения? Да, могу прокомментировать. Будут касаться они как состава, так и подхода к тренировочному процессу и подготовке. Не буду ходить вокруг да около. В составе остается 2 человека. Это Даня и Витя, генерал.
3 человека мы сейчас будем добирать. Это будут не трояуты, это точечный скаутинг. Мы сейчас очень активно этим занимаемся. У нас есть очень сильный аналитик в составе, который, собственно, оцифровал не только всю доту всех противников. Сейчас мы оцифровали всех игроков. Мы обращаем внимание, абсолютно на все. Потом у нас будут полноценные интервью, чтобы как раз учесть вот эту психологическую составляющую, потому что игровая — это одно, психологическое — абсолютно другое. Нам надо найти 5 человек, которые будут готовы работать, исходя из наших новых требований. Хорошо, сейчас я буду задавать уже сразу вопросы непосредственно от наших читателей. И первый вопрос от пользователя с ником Кашей. Вопрос, наверное, к тебе, Жень. Какая программа минимум для состава по Dota 2 на следующий сезон? Во-первых, профессиональный подход — это ключевое. Да? У нас очень много сейчас будет требований к игрокам, которые они должны соблюдать. Во-вторых, мы хотели бы как минимум участвовать на всех турнирах Valve. В-третьих, мы все еще хотим мажор, мы все еще хотим инт. Эти цели никуда не уходят. Единственное, что в головах ребят хотелось бы менять вот ключевое, не искать краткосрочных каких-то результатов, да, и в проблеме искать вину какого-то человека, его менять. Подойти к этому профессионально и долгосрочный проект строить, да, то есть степ-бай-степ идти к нашим целям. Хорошо, я все-таки буду иногда вставлять, мне хочется задать эти вопросы. Возвращаясь к твоему предыдущему ответу, почему все-таки Дэнди и Генерал, почему принято решение строить вокруг них снова состав? У Дани, да, много там на него тоже льется грязи, всегда традиционно, когда он там тащит, он лучший бог и так далее, когда где-то что-то идет не так, ему достается, наверное, больше всех. Тем не менее, мы исходим исключительно из отношения к делу. Он до мозга костей профессионал. Он очень много играет, он готов расти, развиваться, он открыт к нашим новым вот инновационным всяким штукам, которые мы придумали. У Вити много проблем, мы не скрываем это, мы ему озвучиваем зоны для развития, и мы верим, что он способен на перемены, на улучшение не только своих игровых, но и личностных качеств, и взаимодействия с тиммейтами, коммуникация, там, где у него есть существенные пробелы именно внутриигровые. У него огромный потенциал, и мы в него верим. Спасибо за ответ. Следующий вопрос, не знаю, кому конкретно, звучит он так. Как принимаются решения в организации об изменениях внутри команды? Кто играет ключевую роль в перестановках, игроки или менеджеры? Задал вопрос Адреналин Дэн. Скажу так, то есть раньше мы, конечно, всегда прислушивались к мнениям игроков. И, в принципе, во многом сейчас даже вся дота-сцена, все шафлы, решафлы и так далее, в основном все решения принимаются игроками так вот, кому с кем комфортнее играть. Но в последнее время мы отходим от этой практики, и мы все-таки, как правильно сказал Женя, то есть мы хотим построить систему. Прежде всего, систему подготовки, систему тренировок и так далее. В этой системе нет места каким-то личной приязни или неприязни. Это требует сугубо профессионального подхода, где нет свои личные какие-то мнения, их можно высказывать, ими можно делиться, но нужно мириться с тем, какие у тебя люди есть. Нужно смотреть исключительно на желание человека работать, на его профессионализм, на его качество в этом деле, и мы верим, что так можно построить намного более успешную команду. Однако правильно точно так же сохранить и баланс, чтобы всем игрокам было комфортно играть друг с другом, то есть чтобы атмосфера в коллективе была позитивная, чтобы ребятам было комфортно, хорошо играть, но при этом дисциплина, система и так далее.
Ну, в принципе, вот, может, ты, Женя, ответишь, ты же не можешь заставить игроков играть, если они не хотят друг с другом. Ну, именно поэтому сейчас очень удачный момент, потому что те два человека, которые остаются в составе, они готовы и друг с другом играть, и с теми игроками, которых мы подберем, они на профессиональной волне сейчас настроены на правильный лад. Вот, соответственно, насадить в действующий состав какие-то инновации, подходы сложно, правда сложно. В случае нашем мы расцениваем это как шанс, как возможность. На что делается большой упор в работе организации? На качество игры состава или на медийность, фан-базу команды? И почему? Ты, Рай, дал вопрос. Ну, мы должны рассказывать, да, как есть. На самом деле, понятное дело, что бизнес-модель любого киберспортивного клуба устроена таким образом, что там до 70% доходов это спонсоры. Да, по сути, это наши бюджетообразующие. И, конечно, мы должны работать там в направлении выполнения наших каких-то спонсорских обязательств. Мы должны работать над нашими медиаканалами, социальными медиа, ютубами и так далее. Это неотъемлемая часть, и мы никуда от этого деться не можем. Тем не менее, могу однозначно вам ответить, что в приоритете именно спорт. И вот наш Dota 2 состав, наверное, доказывает это как никто, потому что, я не знаю, вы видели одно интервью с Санейко за там 2 года, да, условно. Мы практически, не расположены люди к какой-то публичности, медийности или там не нравится, им не хотят. Мы абсолютно не заставляли, лишь бы они были счастливы и выполняли свою работу. Вот, поэтому приоритет все равно на спортчасти. Окей, следующий вопрос по спортчасти. Был ли в составе по Dota 2 тренер Краус? Задал вопрос. Тренера Крауса в Dota 2 составе не было. Тренера Ласта тоже в Dota 2 составе не было. Да, с тренером мы работали. Скажу больше, мы работали с тренером буквально вот перед квалами на бостонский мейджор. Наверное, можно уже сказать, это был Артур Габлак, он нам помогал. Это еще не был там полноценный контракт. Мы решили попробовать саму схему. Артуру огромное спасибо, он в очень тяжелый психологический момент попал в команду, он столкнулся с кучей проблем, трудностей, тем не менее сам формат нам очень понравился. Действительно, это то, чего не хватало, то есть человек, который имеет некий объективный взгляд, чуть выше, не настолько заангажирован, без каких-то личных неприязней или наоборот симпатий. Поэтому однозначно мы будем работать с тренером. Будущий состав будет точно работать с тренером. Я не могу пока сказать, будет это Артур, либо кто-то еще. Мы не зацикливаемся на рынке СНГ, и поэтому это уже ближе к Новому году. Окей. Следующий вопрос от Time Glory. Работает ли составом по Dota 2 профессиональный психолог? Если нет, то планируется ли его внедрение в 2017 году? Нет, на данный момент не работает. Это то, чего тоже нам не хватает. Опять же, как говорил ранее, тяжело что-то уже в устоявшийся состав, устоявшуюся команду что-то привносить. Тем не менее, мы уже практически выбрали подрядчика. Это не просто какой-то психолог, это целая компания, которая будет осуществлять психологическую поддержку, частично дистанционную, но по большей части упор на вот эти все психологические мероприятия, тренинги, семинары, какие-то там развития, снятия блоков мы будем делать на буткемпах. Я там видел, у меня есть еще несколько вопросов о буткемпах. Давай конкретно о составе и о том, каким он мог быть. Цезарь задал вопрос, рассматривался ли вариант взять в состав Resolution или, допустим, игроков из других регионов, не СНГ. Конечно, очень бы хотелось, чтобы Роман был в Нави, и, вероятно, когда-то он обязательно будет в Нави. Тем не менее, мы строим сейчас долгосрочный проект. На данный момент
Рома, ну, и ты, и мы с ним все хорошо общаемся, мы знаем, что он не просто сильный игрок, у него очень классные человеческие качества, и он ориентирован на постоянное развитие, он работает над собой, он борется со своими слабыми какими-то местами. Это вот идеологически это очень правильный игрок, и у него как раз менталитет не СНГ дотера. Может быть, в силу того, что удалось поиграть с буржуями, удалось поиграть в Штатах. Тем не менее, он, ну, топ-2 International, у них все хорошо. Хорошо не только с точки зрения результатов, а в принципе DC по отношению к игрокам очень грамотная, качественная организация. Они правильно с ними работают, поэтому, учитывая долгосрочность наших планов, я думаю, что не в ближайшие год-два. Но, тем не менее, опять же, уверен, что рано или поздно мы с Ромой поработаем. Окей, следующий вопрос Игорю. Выступление команды на квалификациях Boston Major оказалось провальным. В чем причина вот этого неудовлетворительного результата? Ну, тут уточняют, высокий уровень соперников или плохая атмосфера внутри коллектива? Ну, ты, в принципе, уже ответил, но если можешь... Ну, что-то добавить сложно, то есть, скажем так, мы, в принципе, все видели, что уровень игры на квалификациях, уровень игры многих команд упал. И, собственно, даже сами результаты этих квалификаций показали, что вот команда от Finnem, да, которые прошли через очень много препятствий к успеху и трудностей и так далее, они оставались вместе, они работали над ошибками, и в итоге это показало, ну, они добились того результата, который они ожидали, который они хотели. Команда Virtus.pro, несмотря на то, что они собрались недавно, они тоже, насколько я знаю, вроде 2 месяца упорно тренировались на буткемпе, и так как это был свежий коллектив, им было проще построить что-то новое. Другие коллективы, несмотря на то, что у них тоже были такие возможности, они вот все-таки немножко уровень их подупал. И мы рассчитывали на то, что оставив все-таки предыдущий, да, наш состав, где уже наиграно много, уже ребята друг к другу привыкли, друг друга знают, мы все-таки сможем добавить чего-то, да, то есть того, чего нам не хватало, потому что мы, в принципе, уже после International понимали, да, наши основные проблемы, над чем нам нужно поработать, мы старались всячески этого достичь, да, и говорили с ребятами, и вот и наняли тренера немного, постарались добавить к тренировочному процессу какие-то изменения. Тем не менее, вот эти внутренние проблемы, они в итоге не дали наработать. То есть, если мы делали какую-то установку ребятам перед игрой, да, психологическую, то они действительно брались, у них все получалось, но, к сожалению, этого запала хватало ненадолго, и вот мы даже видим первую половину игры ребята брали хорошо, мы даже их выигрывали, допустим, наши игры, но потом начинались разлады, там, где уже требовалось, скажем, больше слаженности между игроками, вот там вот вылазили все наши проблемы, и в итоге такой вот результат. Кстати, предыдущий вопрос задал Shark OA. Вопрос от Элая. Подтвердите, опровергните слух, что причиной таких результатов стали конфликты. Какие конкретно? Санейка был против команды Team Ukraine на VESC и возможная желаемая замена Дитяры на Ризоля. Насколько это правда? Нет, это неправда. Относительно Team Ukraine, дело в том, что я, правда, не знаю по каким причинам, но изначально была договоренность, что и русские ребята, и Акбар, и Дима тоже будут играть за какую-то российскую команду. Вот, поэтому это абсолютно лежит не в этой плоскости. Относительно Resolution тоже я не могу так сказать, что это именно поэтому. То есть все опять же упирается в те проблемы, которые существовали, которые начались там давно и которые просто мы не смогли порешать. Окей. Вопрос следующий от Аки. Уважаемые менеджеры, почему вы не берете в команду игроков из Европы, а лишь из СНГ? Аки из Alliance? Аки, не Аки.
Сейчас мы будем рассматривать игроков, не привязываясь к их там национальной принадлежности, локации и так далее. Ну, может быть, штаты сложнее за счет там временных поясов. Мы будем смотреть в том числе и игроков Европы. Окей, вопрос не от кого-то конкретного, просто многие действительно задавали этот вопрос. Увидим ли мы так называемую свежую кровь в команде в лице игроков из пабов? Может, высокие ММРы? Ну, гарантировать не могу, но... Рассматриваете? Да, рассматриваю. Хорошо. Несколько вопросов Игорю. Джин-тоник задал вопрос следующего характера. Согласен ли менеджер с тем, что часть вины за неудовлетворительные выступления лежит на его плечах? Как ты прокомментируешь причины неудач? Ну, причины ты уже, наверное, говорил. Наверное, про... Согласен с этим утверждением. Этот результат, это наш общий результат. Я не могу себя отделять от команды, от ребят и так далее. Да, где-то, значит, мне не хватило, возможно, инструментов каких-то, да, или слов для того, чтобы донести или сплотить, или еще как-то. Поэтому в любом случае, ну, по той схеме, скажем, и по той роли, которую играет менеджер в наших командах, да, я точно так же ответственен за результат. Буду учиться точно так же, потому что это для всех. Я хочу сразу сказать, что, например, ребята у нас, когда разошлись, они не ссорились, мы нормально абсолютно все попрощались друг с другом и так далее, и у нас не было, да, какого-то вот этого, явного там ненависти, конфликта и так далее. Поэтому для нас это был все равно отличный опыт, независимо от того, как он закончился. Кто-то для себя что-то вынес, в том числе и мы для себя вынесли очень много, скажем, экспы. Так как мы хотим прогрессировать, то мы учимся абсолютно на всем, и в данном случае на этом. Поэтому, да, где-то не получилось. Мы увидели, что не получилось, и сейчас стараемся делать работу над ошибками, чтобы этого больше не было. Прокомментируешь, Ширин? Да, хотел бы просто добавить, что у нас не один состав, у нас состав несколько, там, в защиту Игоря, да, какой-то менеджер лучше работает там по административной части организации, там, тревела, досуга, всего-всего игрокам. Кто-то хуже, но очень силен там психологией, как наш там Юджин, да, Женя Ерофеев в КСе. Мы все учимся, индустрия действительно очень молодая, мы вынуждены набивать шишки. Тем не менее, вот этими нововведениями, то есть очень четким, расписанным тренировочным процессом, максимально четким, внедрением аналитики, я могу сказать, что у нас точно, супер прогрессивный аналитический тул, у нас просто все оцифровано сейчас в доте, мы то же самое сейчас будем и в КСе делать, и психологи, которые будут привлекаться, может, не только психологи, возможно, будут физические нагрузки, возможно, дыхательные практики. Мы сейчас имеем некий карт-бланш на то, чтобы это все внедрять, и ребята будут к этому готовы, я могу с уверенностью это заявить. В свою очередь мы будем уже смотреть, что приживается, что подходит, что работает, что не работает. Отрицать, что там в здоровом теле здоровый дух, никто наверняка не будет, поэтому и физической форме, и еде надо тоже уделить внимание. На данный момент я лично видел, что вот Игорь все от себя зависящее сделал. Где-то я говорю, что мы стали заложниками там ситуации, старых конфликтов и нежелание их сделать из скрытых такими более открытыми. Хорошо, спасибо за ответ. Игорю снова вопрос. Расскажите о буткемпах за последние полгода. Есть ли вообще четкий план подобных мероприятий? Сейчас мы уже сказали, что план четкий относительно подготовки к бостонскому мейджору у нас был. Он, к сожалению, не был выполнен на 100%. У нас был, подготовка к НТУ у нас была более расслабленной, это сразу скажу. Не то, что более расслабленной, более бессистемной.
К International? Да. Это связано с тем, что прямо перед интом вы выиграли турнир? Нет, это абсолютно не связано с этим, это больше было связано с условиями, в которых мы проводили буткэмп, то есть что это было там в Америке, мы снимали дом, у нас с нами не было аналитика и так далее, то есть ребята были больше предоставлены сами себе. Возможно, они были, еще находились в состоянии эйфории после выигранного StarLadder и, конечно же, были более расслаблены, можно так сказать, но опять же, они делали все возможное, делали как умели, да, то есть, в принципе, мы тренировались в одном доме вместе с фанатиками и ликвидами, и могу сказать, что у нас процесс подготовки был приблизительно похож. А до этого, то есть все буткемпы, которые проходили здесь, в Киеве, они были по определенной все-таки по системе. Хотя именно из-за того, что мы начали внедрять эту систему уже после того, как появился состав, не все воспринималось, не все шло так гладко, и, конечно же, этот план не выполнялся на 100%. Что сейчас мы хотим полностью убрать, то есть только полное следование плану. Окей. Вопрос от Крауса снова. 3 вопроса от Крауса уже. Это второй, если будет еще один. В последнее время стало заметно, что на позиции драфтера все время новые игроки. Сначала был Артстайл, позже Санейка, а в последнее время вообще Дэнди. Действительно, с чем была связана такая инициатива? Это одна из попыток что-то изменить уже в существующем составе. Точно так же, как и привлечение Артура на квалификациях к Бостон Мейджору, точно так же и попытки что-то изменить в составе, возможно, привнести какие-то свежие идеи и так далее. Согласны, они работают очень редко, именно эти моменты, но нам нужно было что-то делать, мы в любом случае не могли оставлять все так, как есть, то есть нам нужно было что-то менять. Хорошо, Жень. И по сути, если говорить о системе и работе с аналитикой, если придерживаться ее полностью подхода этого аналитического, большого значения, кто драфтит, нет. Мы все равно готовимся к противнику, мы разбираем полностью все их пики, баны, рейдианты, дайры, варды, абсолютно все, что только можно. И по большому счету у нас пик готов до игры. Скажу больше, даже на квалификациях к бостонскому мейджору, все, что касается пиков и какой-то начальной стадии игры, все шло по плану. Хорошо, я тогда от тебя уточню вопрос. Был ли лидер в составе или нет? Это, наверное, одна из проблем, с которой мы столкнулись. Лидерские качества, в принципе, они есть у Акбара, они есть у Вани, они есть у Дани в какой-то степени. Тем не менее, лидерство накладывает и ответственность, усложняет собственную игру, собственные результаты. Опять же, например, если говорить о Акбаре, как мне кажется, это один из лучших вообще игроков в мире, как игрок. Как лидер, ему надо над собой работать. Я ему, мы очень, как Игорь заметил, хорошо все попрощались, мы общались на эту тему. Я дал ему обратную связь, что ему просто не хватает коммуникационных каких-то навыков, то есть чтобы это лидерство из формального превратилось в настоящее. Но все задатки у него есть, и тут могу сказать то же самое, что и по Ризолю. Я очень надеюсь, что мы когда-то с ним еще поработаем. В свою очередь Ваня в какой-то степени, наверное, не хотел брать на себя роль лидера. Даня взял, это отразилось и на его нервах, и, может, где-то, ему сложно было, сложнее, чем остальным. Тем не менее, ярко выраженного лидера, наверное, не было. И, может быть, это тоже проблема. И этой проблемы, ее можно избежать либо наличием такого лидера, либо очень четкой и структурированной системой. Когда игроки в Dota 2 начнут радовать своих фанатов качественными трансляциями? На текущий момент регулярно стримит только Дэнди. Ты задавал вопрос, что нам важнее, кубки или медийная составляющая.
Нам важнее результаты спортивные, тем не менее у нас контракты с Твичом, спонсорами, партнерами, все, что я уже описывал, это тоже для нас важно. Но прежде всего это важно для игроков. Они должны думать о том, что от этого зависит в том числе и их доходы. Чем более они медийны, популярны, открыты, чем больше они коммуницируют с комьюнити, тем интереснее они публике. От этого зависит, да, карьера, окей, мы не знаем там верхний потолок, сколько они смогут еще играть. Ну, условно, да, пусть там до 30-35 лет даже, почему бы и нет. Но что потом? Тут работа с игроками ведется в каком направлении, мы пытаемся им объяснить, что это прежде всего для них. Что, окей, кто-то может не любить давать интервью, кому-то тяжело перед камерой, мы сами небольшие любители этого, да, но стриминг, ну, в конце концов, ты все равно играешь, да, покажи. Ничего в этом сложного нет, надо, опять же, переступать через какие-то эти психологические барьеры, и я очень надеюсь, что в новом составе таких проблем не будет, и, ну, там, как в КС, допустим, у нас достаточно неплохо все с тем, что касается медийки, стриминга и так далее. Кстати, вопрос был от Красуса, снова-таки. Хорошо. Еще, наверное, последний вопрос и от зрителей. Колгопянин задал такой вопрос. Планируется ли подписание юниорского или второго состава, в который войдут молодые перспективные игроки? Нет. Мы много думали над академиями, над вторыми составами. Понятно, что все видят там пример китайской сцены, где там, может 5-6 составов, они там X, Y, Вичи, Reborn, Юз и так далее. Скорее всего, мы пойдем чуть по другому пути. Дело в том, что даже Na'Vi, являясь крупной достаточно организацией с приличным количеством персонала, мы все равно испытываем и кадровые, и временные дефицит временных и кадровых ресурсов. Мы хотим точечно вести нескольких игроков. Вот. То есть мы будем искать таланты и работать с ними там год-два, в зависимости от их возраста, но это не будут команды полноценные. Это будут отдельные персоны. Нет подробностей, как будет проходить этот отбор, где люди будут выбираться? Ну, это не будет медиапроект, это не будет Дом-2, это не будет какое-то шоу, это будет работа скаутов. Скаутов, и уже после определения этих людей работа всех там доступных нам людей. Это там Игорь, Женя, Ерофеев, где-то наши подрядчики по психологической подготовке, физической и так далее. Ну, еще такой уточняющий момент. На что будет обращаться внимание вот этих скаутов? Или ты не знаешь пока? Ну, как первичный отбор, конечно, будет проходить на основе игровых показателей. Ну, ММР, знаешь, или там о нем хорошо говорят. ММР это слишком просто, да, на самом деле даже статистически можно разложить на гораздо большее количество показателей. Опять же, тут все зависит еще от дисциплины. В доте там роли, да, ты можешь приблизительно понимать, где у тебя в текущем составе слабое звено, и готовить там, можно и годами готовить замену, потому что ничего в этом плохого не вижу. Мы как раз-таки все равно ориентированы на долгосрочность. Мы не хотим при наличии проблемы менять игрока, мы хотим искать проблему и ее устранять. И в идеале хотим найти 5 человек, которые будут это понимать. Проще всего поменять человека. Все так делают. Все жалуются на СНГ доту, а на самом деле дота в принципе превратилась в СНГ доту. Вся там Пупей с Куроки укатили из СНГ, устроили там СНГ доту. Каждый синдром интернешнла, после интернешнла все у всех ломается. Это не профессиональный подход. В КСе, опять же, ссылаюсь на КС, извините, любители доты, но мы за 2 года точечно поменяли 2 человек. Я там такие изменения я приемлю, но то, что происходит сейчас на Dota 2 сцене, это не профессионализм. Так, ну, далеко мы все не уедем. Поэтому мы попробуем пойти против системы.
посмотрим. Интересно, как это будет происходить. Ребят, спасибо вам большое за эти ответы. Я честно могу сказать, что некоторые вопросы Игорь и Женя не ожидали, поэтому наверняка это были искренние ответы. Хотелось бы от вас, наверное, какие-то завершающие слова. Не привет и благодарности, а какие-то пожелания, может, игрокам к обращению. Все, что хотите, только без матов. Я прежде всего хочу поблагодарить наших ребят, с которыми мы работали. Даня, Ваня, Акбарыч, Дима, Витя, Артур. Спасибо вам. Это было в любом случае хорошее время. Мы отлично поработали. Пусть и так, может быть, это все закончилось, но, как я говорил, каждый вынесет свое. Спасибо фанатам, которые поддерживали нас. Спасибо, опять же, хейтерам. Не устаю благодарить вас за то, что вы где-то показываете наши слабые стороны, а где-то просто нас веселите. И спасибо, пожалуй, вообще всем в Нави за то, что продолжают самоотверженно трудиться и пытаются сделать нашу компанию лучше. Спасибо тебе, Игорь. Жень, по сути, тоже хочу поблагодарить ребят. Мы каждому отдельно все сказали. Спасибо им за работу. Я до сих пор, несмотря на уже принятые решения, уверен, что даже в таком составе они могли достигать гораздо больших успехов. Те же ребята, которые сидели поникшие на буткемпе, на квалах, на бостонский мажор, те же ребята 2 месяца назад, имея другой майндсет, другой настрой, в принципе, могли выиграть у любой команды. Да, у нас какие-то были там традиционные проблемы с OG, с ликвидами, тем не менее, всех остальных мы были на голову выше, и у них все получалось. И очень, очень обидно, действительно очень обидно, что проблема исключительно в голове. Я надеюсь, что каждый станет лучше, да, что для каждого это возможность. Мы как организация, наш состав как состав, у ребят там Акбар как капитан, Ваня тоже как лидер. Я считаю, что он должен брать на себя такую ответственность в дальнейшем. Диме тоже успехов на его новом месте. И то же самое, спасибо фанам. Мы правда читаем, мы смотрим, мы интересуемся, что-то очень обидное. Есть какая-то специфика нашего комьюнити, что буквально ты можешь быть там вчера королем, да, ты там раздал в какой-то игре, а завтра ты проиграл игру, и ты уже там, дно донное. Я думаю, что это эволюционный процесс, точно так же, как нам надо расти, как организации, как ребятам надо расти, как профессионалам, и относиться к этому больше как к работе, а не как возможности поиграть с друзьяшками или там постакаться с какими-то ребятами, с которыми ему комфортно, а больше как к труду. В общем, для всех это должно пойти на пользу. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Также не забудьте поделиться вашими идеями по поводу этого проекта. Всем пока!